Приветик еще раз всем, рада вас видеть, те, кто уже подключился. Не буду ничего такого, знаете, рассказывать ни о чем, как я обычно люблю. Приветик, приветик. Займемся сразу делом, но в то же время подождем некоторое время, пока все соберутся, потому что, как правило, это занимает какое-то время, минуточки 3-4. Приветик, приветик. Так что, если у вас сейчас есть какие-то суперсрочные вопросы, которые вы хотите, ответы на которые вы хотите получить, вот прямо сейчас пишите. Ух, я немножко еще отдышусь. Я подготовилась, надеюсь, мы уложимся в час, хотя совершенно нет никакой гарантии, потому что, мне кажется, информации сегодня будет целая куча. Сначала расскажу про план, пока все подключаются. Сначала я расскажу, какие мерки нужны, и покажу, как их снимать на себе, чтобы не переключать камеру. Приветик, приветик. Спасибо большое, что вы пишете, что я красивая. Ты сегодня очень красивая, в красивом платье. Да, спасибо. Платье, кстати, шила моя мама. Если что, украшения я делала. Но мы приехали с города, и я решила уже не переодеваться в домашнее, а вести эфир в нормальной красивой одежде. Привет всем, приветик. Сначала расскажу, какие мерки нужны и как их снимать. Покажу на себе, постараюсь максимально понятно показать. Те девочки, которые участвуют в интенсиве, я вам еще скину картинки, как снимать мерки. Но я думаю, что мерки каждый снимет, потому что, ну, вы же все рукодельницы, правильно? Вы знаете, что это важно. Затем я расскажу, как рисовать схематичное изображение выкройки, расскажу, как эти мерки вписать в эту выкройку. И, кстати, те, кто в интенсиве участвует, это и будет вашим заданием нарисовать свое схематичное изображение выкройки и вписать все мерки. Там есть мерки, которые вы вписываете, данные, которые вы получили, измеряя себя, и есть данные, которые вы путем небольших расчетов получите. Я вам покажу это все. Фух, я волнуюсь, переживаю. И третий наш последний пункт — это образец. Мы с вами вместе свяжем образец. Я надеюсь, мы успеем. Покажу вам свой узор, потому что, знаю, многие спрашивали, хотят вязать моим узором. Вот как раз покажу свой узор, свяжем образец, расскажу, как вяжу его я, и все, на этом закончим. Если мы не уложимся в час, я переключу эфир, и мы продолжим, потому что откладывать на завтра мы не можем. Завтра у нас уже расчеты юбочки, и я хочу, чтобы вы работали эффективно, продуктивно и результативно. Такие слова похожие. Ой, привет, привет, ожерелье красивое, спасибо. Сегодня образец связала, постирала, высушила. Вот правильно. Я, кстати, девочкам, участницам интенсива, я советовала связать образец заранее, чтобы уже часть нашей работы сегодняшней была выполнена. Хорошо выглядишь, спасибо. Очень хотела бы в интенсив, но знаю, что не успею. У вас есть шанс связать вместе с нами без интенсива, просто смотря эфиры, смотря записи на YouTube, кстати, записи на YouTube будут, и будем вязать с вами вместе точно так же. Потом, если у вас получится, вы увидите, что вы можете в следующем интенсиве участвовать. Я надеюсь, они еще будут, если все получится. Ну что, давайте начнем. 4 минуты прошло, я уже проболтала. Спасибо, всем красивых петелек, спасибо. Я сейчас расскажу мерки, которые нужны на мое платье, на платье моего фасона. Оно приталенное, оно суженное к низу, оно расширяется на бедрах. Все остальные модели я расскажу в конце, когда мы уже будем рисовать схематичное изображение выкройки. Я расскажу, какие дополнительные мерки нужны будут для вас. Спасибо за колье, спасибо, спасибо, очаровательно выглядите. Я, кстати, сразу скажу, чтобы вы не обижались, если будут какие-то вопросы, не связанные с нашей деятельностью, да, сегодняшней, или вопросы, на которые я дам ответ в течение эфира, я не буду отвечать и не буду даже читать. Сразу прошу не обижаться, потому что время очень-очень мало. Лавандовый цвет твой. Ой, вы мне каждый день пишете, я в чем не надену, какое платье не надену, все время пишете, что это мой цвет. Спасибо, очень приятно. Итак, первая мерка, которая нам нужна, это длина изделия. Можете сразу сейчас записывать. Вот если вы смотрите эфир и у вас рядом ручка и листочек, записывайте сразу, не тратьте время на просмотр записи на YouTube. Длина изделия, первая мерка, мы ставим сантиметровую ленту вот примерно на плечо и измеряем, можно сбоку,
Спереди можно не измерять, потому что спереди, я имею в виду вот под груди, можно не измерять, потому что у нас потом на грудь будут отдельные прибавки. Мы измеряем сбоку, если у вас, конечно, грудь большая, прибавок будет больше, но смысл узнать длину изделия. Измеряем, кладя сантиметровую ленту на плечо и вниз, главное стоя, да, главное стоя, до того момента, до которого вы хотите, чтобы было ваше платье. Советую вам попросить зависать. Если у кого-то еще зависает, пишите. Советую попросить кого-то, чтобы кто-то измерил эту мерку, потому что можно наклониться, если платье длинное, наклониться, и сантиметровая лента немножко скукожится, и вы получите не тот результат. Потом свои мерки я покажу, когда я камеру переставлю. Так, сейчас я... Не зависает, да, хорошо. Дальше, следующая мерка, которая нам нужна, это обхват груди. Советую вам измерять ее в нижнем белье, в том, в котором вы планируете ходить, да, чтобы не получилось, что вы измеряете на голое тело, а у вас потом получится, что платьишко не налазит, например, или, ну, то есть... примерно, да, прикиньте, какое белье вы будете носить с этим платьем, и в нем себя измеряйте. Обхват груди, ну понятно, по самым выступающим точкам груди. Следующая мерка – обхват под грудью. Тоже понятно, по-моему, всем. Ой, я на ютубе не видно, да? Обхват под грудью тоже понятно всем, потому что, в принципе, все нижнее белье покупают. Дальше обхват талии тоже не видно на ютубе. В самом узком месте талии измеряйте. Но советую вам не задерживать дыхание, чтобы талия у вас была максимально узкой, потому что вам потом носить это платье, вам должно быть в нем комфортно. Так, вы рассказывали, какую пряжу выбрать. Да, у меня был пост в Инстаграме, в моем профиле, можете зайти, там прямо на фотографии надпись про пряжу. Так, обхват бедер по самым выступающим точкам бедер, я думаю, тут тоже показывать ничего не надо, 100% вы знаете. Ничего тоже сложного нет. Дальше, обхват плеча. Я сейчас показываю, как мерки снимать. Потом я расскажу про свободное облегание, про то, как их записывать и так далее. Сейчас просто показываю на себе. Обхват плеча – это в самом широком месте плеча вы измеряете свой обхват. В самом широком. Если даже у вас будет длинный рукав, эта мерка все равно нужна. Измеряете прям вот плотно, какое плечо есть, такое и измеряете. Потом мы будем делать прибавки. Дальше, обхват плеч сверху. Если у вас фасон платья такой, как у меня, то есть плечи открытые, вы прям вот так измеряете обхват плеч сверху, там, где вы хотите, чтобы платье у вас заканчивалось. И тоже не затягивайте сильно в свободном положении, но не раздвигайте плечи. Вы плечи раздвинете, у вас ширина будет больше. Старайтесь это делать, ну, вот так вот, примерно, да, как я делаю, потому что трикотажное полотно тянется, и все равно сидеть будет хорошо. Дальше, расстояние между центрами груди, тоже не видно на ютубе, ну, от центра до центра измеряете вот это расстояние. Тут, по-моему, тоже понятно. Между самыми выступающими точками груди. Дальше, длина спины. Можно измерять по спине. Если у вас есть помощник, это вообще хорошо. Если помощника нет, точно так же ставите над грудью выступающие точки груди, самые выступающие точки, между ними расстояние, если это вопрос к этому относится. Дальше, длина спины. Берете точно так же, как вы измеряли длину изделия, если у вас есть помощник, то со стороны спины это делаете. Ставите сантиметровую ленту на плечо и измеряете до талии, до самой узкой части талии у себя на спине или спереди. Ну, как правило, эта мерка где-то 40, она у всех, в принципе, одинаковая, 40 плюс-минус 2-3 сантиметра. Вот постарайтесь померить, и вы поймете, что если особенно вы такого телосложения, как я, то 40 сантиметров, 38 даже может быть, это нормально. Многие, кстати, мерки, они вот, ну, мы, девушки, все-таки в каких-то моментах, в каких-то местах одинаковые. Многие мерки очень-очень совпадают, потому что все мои заказчицы, которые скидывают мне свои мерки, я уже вывела закономерность, какие мерки полностью совпадают. Обхват плеч.
Да, над грудью, ну, правильно, над грудью, где у нас будет заканчиваться платье. Если мы будем здесь обхват измерять, будет очень широкое и просто с плеч будет спадать. Конечно, обхват плеч над грудью. Так, длина спины рассказала. Дальше, длина под грудью вниз. Это, я не знаю, если это мерка в шитье, у меня немножко тормозит, у вас тормозит или нет, скажите. Не знаю, если это мерка в шитье, потому что я не специалист в шитье. Я измеряю те мерки, которые мне очень помогают в вязании. Вот я вам говорю, что мне реально помогло для моего платья. Те мерки, которые я реально использовала. Вот, поэтому я придумала себе такую мерку. Если есть знатоки в шитье, поправьте меня или скажите, есть такая в шитье или нет, просто мне интересно. Так, мерки снимают в расслабленном состоянии тела, но плотненько, на талию лучше повязать шнурок. Да, спасибо вам большое за пометку. Если вы швея, то вообще ваши какие-то советы будут очень кстати, можете писать. Так, не тормозит, все хорошо. Итак, что мы измеряем? Длина под грудью вниз, то есть в том месте, где вы измеряли под грудью, у меня почему-то тормозит. Вы ставите сантиметровую ленту в то место, где вы измеряли под грудью, и измеряете вниз, стоя, опять же, до того места, где вы хотите, чтобы платье заканчивалось. Эта мерка действительно важна, она поможет сделать платье таким более... Платье сядет лучше на вашу фигуру, если вы эту мерку сделаете. Это мерка длина под грудью и вниз. Самое важное здесь измерить, остановиться в правильном месте, потому что вы можете измерить длину изделия в одном месте, а когда начнете измерять под грудью вниз, можете немножко больше или меньше. То есть примерно... Может даже сразу после длины изделия эту мерку снять. Примерно в одном и том же месте вы должны мерки снять. Можно, например, снять длину изделия сразу до той длины, которая вам нужна, и в эту же точку уже измерить отсюда вниз, тогда будет точно все в порядке. Так, дальше, длина рукава. У меня длина рукава 10 сантиметров. Я вам советую, если у вас фасон платья такой же, как у меня, я вам советую оставлять эту длину рукава. Но если вы хотите рукав какой-то другой, если открытые плечи, повторюсь, фасон такой же, как у меня, если вы хотите длину рукава подлиннее или покороче, то тогда прикиньте, измерьте, ну вот прям сюда ставьте сантиметровую ленту и измеряйте, сколько вам нужно ваш рукав, чтобы был. У меня одной, если пропадает у вас, переключайтесь, потому что не моя тут вина, честно. Ну вот бывает так, у кого-то все хорошо, у кого-то плохо. Поэтому советую вам переключиться, выйти и снова зайти. Спасибо, девочки, кто пишет, у кого все хорошо, потому что если у всех плохо, то это точно у меня какие-то проблемы и катастрофа. Так, длина рукава у меня 10. Если вы хотите такой же фасон, как у меня, неважно, какой у вас размер, неважно, какая вы по телосложению, 10 оставляйте. Если что-то другое, то, значит, 10 не оставляйте, свою мерку берите. Можете даже померить какое-то свое изделие, которое примерно похоже, да, по фасону. Девочки, мне тут что-то выдает пожаловаться. Да, если нажимаете на комментарий, выскакивает пожаловаться, можно просто стрелочку назад. Сашенька, если вместо выточек вязать спицами меньшего размера, чтобы не менялся узор? Конечно, можно, я это еще об этом буду говорить, когда мы будем вязать вверх. Вопросы все, которые не касаются сегодняшней темы, мы будем оставлять на следующие темы. Когда мы будем обсуждать вверх, там я расскажу все варианты. Пожалуйста, вы можете вязать без выточек. Я хочу рассказать про выточек, чтобы рассказать как можно больше информации. Нарядная сегодня, спасибо, да, нарядная. Так, дальше, длина лямочек. Длину лямочек советую вам измерять тоже по какому-то вашему изделию. Может быть, у вас есть майка, которая хорошо сидит. Может быть, у вас есть просто какая-то, ну, не знаю, кофточка, которая примерно похожа на наш фасон. Измерьте там длину лямочек. Но если вы длину лямочек измерить никак не можете, советую вам остановиться на длине примерно 30, то есть наоборот, да, 24-30 сантиметров. У меня длина
лямочек я измерила по своей одежде 30 сантиметров, но я понимаю, что вязаное полотно все равно со временем тянется, особенно хлопок. И даже когда я измеряю в растянутом состоянии свою лямочку, когда я ее вяжу, я все равно мерку эту немного уменьшаю. У меня длина лямочек 30 сантиметров, но я всегда в своей выкройке пишу 24. И именно в растянутом состоянии измеряю, пока я до 24 не провяжу. Поверьте, со временем вытянется, и будет очень плохо, если она вытянется у вас ниже задуманного. Поэтому вот 24-30 сантиметров у вас примерно длина лямочек должна быть. Можете померить по своей майке. Дальше, высота бедер. Высота бедер, как правило, опять же, у всех девушек примерно одинаковая, это 20 сантиметров. Как она измеряется, я вот сейчас не знаю, как показать, потому что мне нужно в полный рост снимать. Вы садитесь на стульчик, берете сантиметровую ленту и прикладываете ее сбоку на талию и измеряете вниз до стульчика, то есть до того момента, пока ваша попа не закончится, потому что стульчик может быть чуть-чуть ниже. Главное, пока не закончится попа. То есть это длина от талии до самых выступающих частей бедер. Обычно это длина 20 сантиметров. Измерьте ее тоже обязательно. Так, обхват бедер как-то можно учесть выступ для животика. Если у вас обхват живота больше, чем обхват бедер, это я тоже буду потом говорить. Да, измеряйте обхват живота тоже и будете вязать тогда по обхвату живота, если у вас платье, например, расклешенное к низу или прямое. Если у вас платье, как у меня, в обтяжку, ну, с животом, конечно, тяжело такой фасон носить. Скорее всего, вы будете вязать либо просто прямо, либо такая юбочка А-образная, тогда да. Тогда учитывайте обхват живота, и мы будем вязать по животу. Добрый вечер, красивое украшение и платье супер. Спасибо, платье мама вязала, повторюсь, потому что вас, наверное, не было. Мерить длину изделия по груди, если грудь большая или тоже сбоку. Лучше сбоку, потому что на груди будут выточки. Если вы выточки делать не планируете, можно измерять длину по груди. Так. Высота бедер сказала. И еще одна мерка. Ну, про эту мерку давайте я уже скажу. Да, про эту мерку я уже скажу тогда, когда буду все это рисовать. Зависло. У кого зависло? Если зависло, пишите. Я рассказала, как снимать мерки. Теперь я хочу рассказать, как их записать. И схематичное изображение выкройки тоже нарисуем. Сашенька, такой мерки нет. Есть мерка высота груди от плеча до самой выступающей точки груди. Я поняла, это вы вот отсюда. Поняла, да? От плеча до самой... Да, эту мерку я знаю, но нам нужна именно высота под грудью вниз. Поэтому я ее включаю. И это не значит, что это как-то неправильно. Я хочу, чтобы платье село на вас хорошо, поэтому я даже не смотрю на то, какие мерки есть, какие нет. Просто измеряю то, что мне нужно. И мне просто интересно сопоставлять с шитьем, есть ли в шитье такое. Длина изделия измеряется лучше всего по позвоночнику. Да, можете измерять по позвоночнику сзади, если у вас есть помощник. Точно так же, как и длина спины. Все, теперь я переключу камеру, нарисую это все и покажу вам, куда эти мерки все вписывать. Так, сейчас буду переключаться. Ой, как тут, я уже забыла. Сколько всего мерок должно быть? Количество мерок зависит от вашей выкройки. Если у вас платье, так, это моя шпаргалочка. Если у вас платье прямое, будут одни выкройки. Если у вас платье, как у меня, будут другое количество выкроек. Ой, не выкроек, мерок. Если у вас платье с А-образной юбочкой, будет еще другое количество мерок. То есть одинакового одного числа нет. Так, сейчас я камеру ютубную и подниму это все вверх. Давно не было переключений, точно. Я уже, знаете, забыла, что это такое. Сейчас, может, могу это долго делать. Так, ну что-то получилось. Мне главное
висит. Переключаться, да? Сейчас я переключусь. Мне главное, чтобы тут с 2 камер было все видно. Так, сейчас переключусь. Угу, вот. Так вроде лучше. Надо, наверное, еще чуть-чуть вот так. О, вот так вообще хорошо. Сейчас будем рисовать. Я пока буду рисовать, я думаю, что те, кто подключится позже, они все поймут. Я запишу все мерки, о которых я рассказала. Мерки. Так, мне мою шпаргалочку куда-нибудь сюда рядышком. Первая мерка — длина изделия. Сразу буду писать, наверное, свои данные, да? У меня это 90. Дальше обхват груди. У меня 82. Нет, давайте, наверное, потом запишу. Обхват талии, обхват бедер. Так, обхват под грудью. Так, видно, да? Все отлично, хорошо. Обхват плеча. Обхват плеч сверху. Расстояние между центрами груди. Так, вы подключаетесь, отлично. Дальше длина спины. Длина под грудью вниз. Длина рукава. Длина лямочек. Высота бедер. И все, да? И все. Теперь я запишу свои данные. Так, не сбиться бы. Обхват талии 63, обхват бедер 84, обхват под грудью 73, обхват плеча 23, обхват плеч сверху 92, расстояние между центрами 17, длина спины 40. Так, длина под грудью и вниз 62, длина рукава 10, длина лямочек 24 я ставлю, высота бедер 20. И смотрите, я рисую табличку. Табличку в зависимости от того, что вы хотите получить в итоге. Если в итоге вы хотите получить платье в обтяжку, если вы хотите получить платье свободного кроя, или если вы хотите получить платье широкое. Ну, знаете, если, например, вы полненькая девушка, то в обтяжку вам, скорее всего, не нужно. Саша, ты самый искренний и бескорыстный блогер вязаний. Спасибо большое, Вика. Например, если вы пышная по форме, то, конечно же, в обтяжку, скорее всего, вам не нужно будет. Так, не фокусируется, да, на телефоне. Вечная проблема телефона. Если платье с рукавами, чуть позже расскажу. Ну-ка. Если платье с рукавами, чуть позже расскажу. Фокусируйся. Вот, отлично. Или, например, если вы не совсем хотите, чтобы платье было очень-очень в обтяжку, хотите немножко свободный крой, например, вы вяжете зимнее платье, и там, в принципе, было бы неплохо, если бы оно сидело свободно, то вы вот сюда запишите все свои мерки. Здесь я пишу прибавки. Прибавки на свободное облегание. Если вы хотите платье в обтяжку, то никакие совершенно прибавки не нужны. Вообще во всех случаях. Во всех. Вы ничего не прибавляете, вы оставляете все так, как есть.
Если вы хотите платье свободного облегания, чуть-чуть, знаете, так свободно, совсем чуть-чуть, я вам советую к обхвату груди прибавить 2-3 сантиметра, к обхвату талии тоже 2-3 сантиметра, к обхвату бедер 2-3 сантиметра и обхват под грудью тоже 2-3 сантиметра. Остальные мерки мы тоже оставляем как есть, мы ничего не прибавляем. Если вы хотите платье пошире, то советую вам в этих местах поприбавлять 5 примерно, да, 5 сантиметров. Опять же, смотрите по ситуации. Что делать с обхватом плеча? Я запишу его здесь. Есть два варианта. Первый вариант, если вы хотите платье... Если у вас, сейчас я скажу, если у вас длинный рукавчик и вы хотите платье такое, знаете, тоже немножко свободное, но это если длинный рукав. Я его почему отдельно пишу, если длинный рукав. Но в то же время не прям широко, то я вам советую прибавить примерно 2-3 сантиметра. Если вы хотите, так, это свободно, да? Если вы хотите широкий рукав, чтобы он у вас так, ну широко, так, знаете, сидел, то я вам советую прибавить 3-5 сантиметров к обхвату плеча. Это мерки, которые нужны для моего платья. Я не представляю, что бы я делала сейчас. Переехали жить в Польшу, никого не знаю, но у меня есть вы и Саша. Спасибо большое. Это мерки, которые нужны для моего платья. Чуть позже я расскажу, какие мерки нужны, если платье немножко другого фасона. Следующий шаг, который мы должны сделать, это нарисовать схематичное изображение выкройки. Я мерки немножко уберу, оставлю свободное место для того, чтобы рисовать. Сейчас будем рисовать. Наверное, возьму другого цвета маркер. Так, ну что ж оно, вот, фокусируется. Отлично. Сейчас я просто нарисую свое платье, как оно должно выглядеть. Вы немножко посмотрите. Так, это наш верх. Платье с проймами. Здесь немножко будет в талию. Вот наша талия, сразу ее отмечу. Дальше на бедрах у нас пойдут небольшие расширения. Какое-то время мы будем вязать просто прямо. И затем вниз платье будет сужаться. Вот примерно такой фасон. Конечно же, будут рукава, тоже вточной рукав, небольшой, коротенький. И лямочки. Так выглядит мое платье, которое буду вязать я. Поэтому в него в первую очередь я впишу все мерки, которые я уже измерила, да, будем считать, что я их измерила, сняла эти мерки. Так, смотрите, давайте по порядку. Длина изделия 90. Это, кстати, ваше домашнее задание. Тех девочек, кто участвует в интенсиве, размыто. Немножко не фокусируется, да, к сожалению. Сейчас я подниму. Обычно, если я камеру туда-сюда верчу, то начинает фокусироваться. Так, это ваше домашнее задание тех девочек, которые участвуют в интенсиве. Те девочки, которые не участвуют, для вас тоже важно это сделать, чтобы вы потом смогли вязать и делать расчеты совершенно спокойно, свободно, учитывая вот это ваше схематичное изображение вашего платья. Так, длина изделия, куда мы ее вписываем? Я вот прям беру и с краешку себе помечаю вот так, что длина 90. Готово. Следующее. Обхват груди. Ну, примерно здесь вот на широкой части я отмечу себе 82. Дальше. Обхват талии 63. Ну, талия у нас здесь. Записываю 63. Обхват бедер. Обхват бедер в самом широком месте 84. Обхват под грудью 73. Это ниже чуть-чуть груди, где-то здесь, да? 73. Дальше обхват плеча 23. Это вот это место наше. 23. Записываю. Дальше обхват плеч сверху 92. Это расстояние вот это от плеч до плеч. От плеча до плеча 92. Записала. Расстояние между центрами груди 17. Это примерно здесь я вот так вот себе точечки поставлю. И здесь отмечу 17. Готово. Длина спины 40. Ну, длину я вам советую другим каким-то цветом пометить, чтобы была разница ширина, длина, чтобы вы в этих циферках не запутались. Так, вот эта длина, кстати, у нас тоже, да?
Длина спины 40. Это вот эта мерка до талии. Правильно, мы ее записываем. 40. Дальше длина под грудью и вниз. Это мерка вот от этих 73 сантиметров, потому что это у нас ширина под грудью. Верно? Так. Опять немножко не фокусируется. Спасибо, Сань. Здесь я отмечаю, сколько она у меня. 62. Здесь отмечаю 62. Дальше длина рукава. Ну что ж оно не фокусируется-то, а? Почти 90, 60, 90. Мне до этого далеко еще. Так, сфокусировалась. Так, длина рукава 10. Вот здесь она у нас. Это мерка 10. Длина лямочек 24. Вот эта мерка 24. Записываю. И высота бедер 20. Вот высота это от талии и до самых выступающей части бедер. 20. Готово. Вот это, в принципе, все, что нам нужно для расчетов. Вот такую табличку с мерками и такую схему, что ли, да, я не знаю, как это сказать. Изображение нашего платья вы должны будете сделать дома самостоятельно, прежде чем, как сделать все расчеты. И сейчас я расскажу, что делать с теми девочками, да, что делать тем девочек, у кого немножко другие выкройки. Смотрите, сейчас я нарисую рядышком. Если у вас платье прямое, сразу талию обозначаю, чтобы вы понимали. Если у вас платье прямое, что вам нужно? Вам точно так же нужны обхват бедер. Вам точно так же нужна длина, ну, кстати, здесь длину юбки мы не измеряли, вам нужна будет длина юбки, и вам нужна будет длина, вот то, что я объясняла очень тяжело, это длина от низа груди, то есть под грудью, и вниз до момента, где платье ваше заканчивается. Вот эти мерки вам будут нужны. Дальше, если у вас, ну, естественно, тут может быть какой-то рукавчик. Если у вас платьишко, например, так, это я рисую с А-образной юбочкой. Вот такое. Какие мерки вам понадобятся? Точно так же обхват бедер. И вот эта вот мерка, опять же, от низа груди и вниз до самого-самого низа платья. И еще какая мерка вам понадобится? Это высота бедер, то есть от талии до самой выступающей части бедер, потому что мы будем здесь рассчитывать наши, ну, получается, мы вяжем снизу вверх, будем рассчитывать наши убавки, чтобы сделать красивую юбочку без всяких ступенек непонятных, то мы будем дальше эти прибавки, вернее убавки, да, продолжать вниз. То есть мы, когда сделаем расчеты, мы узнаем, какая у нас тут будет ширина. Ширину, в принципе, снизу можно и не знать, но если вам какая-то принципиальная нужна ширина снизу, то обязательно тоже ее имейте в виду. Если у вас рукавчик длинный вы хотите, давайте я нарисую. Если вы хотите длинный рукавчик, какие мерки вам нужны? Обхват запястья обязательно, обхват плеча, это мы уже здесь о нем писали. Также вам нужна будет длина рукава по внешней стороне руки от плеча до запястья и длина рукава по внутренней стороне руки от подмышки до запястья. Это две важные мерки, которые вам дадут связать идеальный ваш рукав. Здесь еще снизу нарисую, предположим, если вы не хотите фасон, как у меня, с лямочками, если вы хотите вот, ну, такой стандартный верх у платья, предположим, даже, да, с длинным рукавом. Что нужно вам тогда здесь, наверху, на вашем измерить? Вам нужна будет, сейчас зелененьким отвечу, высота проймы. Высоту проймы вы можете измерить по вашему любимому платью, футболочке, свитеру. Ну, обычно примерно это может 15-20 сантиметров быть. Это средняя такая, ну, я напишу, но опять же, не ориентируйтесь на нее, это совершенно средняя длина. Вам нужна будет глубина выреза, то есть вы точно так же от плеча вниз измеряете до той точки, где вы хотите, чтобы ваш вырез заканчивался. И вам нужна будет длина плеча, то есть это от основания шеи до плеча, вот эта вот длина плеча вам нужна. В принципе, все, что нужно для платья такого стандартного с закрытым верхом. Сашенька, длина до талии точно так отмечается, не с лямочками.
Длина... Ой, вот здесь, верно, верно, спасибо большое. Ой, спасибо. Конечно, вот это измеряется часть, вот это 40 сантиметров. Спасибо, спасибо. Про цвет попозже расскажу, потому что это сейчас не в тему. Если рукавчик спущенный, как продолжение плеча. Ну вот я рассказала, что нужно измерять. Если у вас рукав вот такой, да, на плече, тогда, конечно же, все мерки от плеча. Если у вас немножко лодочка или как у меня, то вы измеряете с того места, где вы хотите, чтобы ваш рукав заканчивался. Ну, примеряйте на себе, прикладывайте сантиметр в те места, где вы хотите, чтобы ваше изделие было, да, чтобы где ваше изделие находилось. Вот. 35 минут я проболтала. В принципе, по этой части я все рассказала. Сейчас я еще расскажу, какие мерки мы с вами сейчас высчитаем с помощью калькулятора. Расскажу все-таки это сегодня и в конце свяжу свой образец. Потому что хочется все-таки, чтобы вы сразу это сделали. Возьму вообще другого цвета, наверное, ручку давайте возьму, чтобы тоненько писала. Теперь нам нужно записать некоторые мерки, которые мы сейчас с помощью некоторых расчетов сделаем. Давайте я, наверное, пойду сверху вниз. Первую мерку, которую мы должны высчитать, это вот длина нашего, ширина, вернее, нашего рукавчика сверху, ширина здесь. Ну, ширина рукава второго не буду повторяться. Так, видно или нет, потому что ручка тонкая. Здесь я вам сразу говорю, у меня 29 сантиметров. Я вот просто взяла и измерила по себе от, ну, не знаю, от части, где примерно подмышка начинается, и до другой части, 29. Здесь очень все легко. У нас 92 сантиметра наш обхват. От 90 мы отнимаем 29. И снова отнимаем 29, потому что у нас спинка и вперед. 32 получается. 32 мы делим на 2, получаем 16. То есть вот эта часть, правильно я все посчитала? Вот эта часть в рукаве, верхняя часть рукава, у меня 16. Запишите это каким-то другим цветом у себя. Измерьте вот эту ширину у себя, но у меня на 29, в принципе, это стандартная. Ага, зависла. Сейчас переключусь. Так, ну что, готово? Все готово, не готово. Подключаетесь вы, отлично. Я буду рассказывать дальше, не будем тратить время. Отлично, хорошо. Спасибо, что вы сразу пишете, что зависает, потому что я могу увлечься, рассказать и даже не заметить. Дальше, следующее, что нам нужно отметить. Может быть, мне уже в новом месте отмечать, но лучше вот на одной выкройке отмечать, совершенно вам серьезно говорю, я это делаю всегда так. Хоть у меня много здесь цифр, но зато я беру свое платье, и я вижу, сколько чего, где мне нужно связать. Так, как я уже говорила, лямочки у меня 24 сантиметра, но я на 24, как это сказать, 24 я получила, немножко убавив. Но реальная моя длина вот здесь, вот от плеча до того места, где я бы хотела, чтобы платье заканчивалось, у меня 15 сантиметров. Поэтому я здесь запишу 15. 24 у меня по факту получается, потому что со временем как раз до 15 все растянется. Так, длина проймы у меня 5 сантиметров. В вашем платье, если вы будете вязать так же, как у меня, у вас тоже длина проймы будет 5 сантиметров. Ее оставляйте. Что мы делаем дальше? Нам нужно измерить вот эту часть. Часть под грудью, будем так говорить, часть под грудью до момента, когда у нас начнется наша пройма. Вот эту часть нам нужно посчитать, и нам нужно посчитать вот эту часть до талии. Так, как мы это будем делать? Сейчас покажу, смотрите. Первым делом мы от 40 отнимаем 15. Что это такое? 40 у нас вся длина, 15 у нас лямочка. 40 минус 15.
получаем 25. То есть я смело могу отметить, что вот эта вот моя часть, вязаная, которую я буду вязать, она у меня 25 сантиметров. Так, сейчас я почитаю. Сашенька, подскажите, какая формула для юбки солнца? Как высчитать, в каком ряду сколько петель убавлять? Это уже другая тема. Это расчеты юбки солнца. Давайте сегодня возьмем сначала мерки и наш образец. И если заниженная талия, нужно сделать мерки от... Ой, я не могу понять. До места заниженной талии. От плеча, да, от плеча до места, где вы хотите, чтобы у вас заниженная талия начиналась. Все верно. Вам не длина спины нужна, а вам нужна от талии вниз до того места. Так, девочки подключаются, отлично. Это мы сделали, 40 минус 15, получилось 25. То есть наша часть, которую мы провяжем от талии до самого верха платья, у нас составляет 25 сантиметров. Так. Что мы делаем дальше? От 25 сантиметров мы отнимаем 5, это наша пройма. 25 минус 5. Получаем 20 сантиметров. То есть вот эта часть у нас 20. От талии до проймы 20 сантиметров. Теперь нам нужно выяснить... Так, подождите, все ли я правильно считаю? Потому что я переживаю. Я переживаю. Да, все правильно, отлично. Я посмотрела в свою шпаргалочку, все правильно. Теперь нам нужно высчитать вот эти две длины. От талии до места под грудью и от места под грудью до нашей проймы. Как мы это делаем? Нам как раз нужна вот эта вот длина. Где она? 63. Сейчас, подождите, я запуталась, как я это получила. Да, все правильно. Все правильно. Нет, неправильно. Сейчас покажу. Вот эта часть у нас, вот это отсюда и самый верх, у нас получается 90 минус 62. Мы от груди, от места под грудью отмечали 62 сантиметра. Вся наша длина 90. 90 минус 62 мы получаем 28 сантиметров. Что это значит? 28 сантиметров это длина под грудью и в самый-самый верх. 28 минус 15. 15 у нас ведь лямочки, там мы ничего не вяжем. Получаем мы 13 сантиметров. 28 минус 15 это 13. Это как раз наша самая-самая верхняя мерка, потому что мы сейчас работаем не с талией, а с местом под грудью. Вот здесь я записываю 13. И теперь мне нужно выяснить, какая вот эта длина. Мы уже имеем 20 сантиметров. Мы посчитали, да, что... У нас длина от талии до проймы 20 сантиметров. Теперь мы от 20 отнимаем 13. Сейчас я посчитаю. 20 минус 13. И мы получаем 7. Ой, подождите. Подождите. Почему у меня не получается? 25 минус 5 и минус 7. Подождите. Вот это у нас 13. Тю, блин, я все испортила. Вы меня сейчас все убьете. Я все испортила. У нас вот эта длина 13, потому что мы вот... Ой, подождите, или нет? 90 минус 62 получаем 28. 28 у нас от талии вверх. 28 минус 15 мы получаем 13. Правильно, 13 минус 5. Вот что нам нужно сделать. 13 минус 5, потому что у нас 5 сантиметров пройма. 13 минус 5 получаем 8. Вот, и вот эта часть как раз 8 сантиметров. Все правильно, смотрите. И теперь от 20 мы отнимаем 8. 20 минус 8 и получаем 12. Вот эта нижняя часть у нас 12. Но я думаю, что на повторе все будет понятно, потому что я тут запуталась сама конкретно. Но главное вам все четко высчитать. И теперь, когда вы прибавите, можно проверить.
12, нижнюю плюс 8 вы прибавляете, плюс 5 и плюс 15. Давайте посмотрим, что получилось. 12 плюс 8 плюс 5 и плюс 15 у нас получается 40. А 40 это длина спины. У нас получается все четко. Сделайте вот такие расчеты, вы поймете, что у вас тоже все сошлось. Вот это обязательно, что нужно сделать. Дальше теперь пойдем вниз по юбке. По юбке у нас тоже нужно вычислить вот эту длину. Нужно вычислить вот эту длину, где мы просто делаем прибавки, длину, где мы вяжем прямо вверх, и длину, когда мы делаем убавки до талии. Первую вот эту длину вычесть легко. Как мы это делаем? Мы знаем, что у нас длина 90 сантиметров. От 90 мы отнимаем длину спины и отнимаем высоту наших бедер 20. 90 минус 40 и минус 20. Получаем 30. То есть вот эта длина у нас 30 сантиметров. Так, не фокусируется. Да, в понедельник интернет глючит, реально. Если я приближу камеру, девочки, то на ютубе вообще ничего видно не будет, потому что там чем ближе камера, тем мутнее картинка. Надо бы побольше все рисовать. Ой, хорошо, постараюсь побольше. Так, главное, принцип расчета понятен. Отлично. Это обязательно для твоего платья или любого? Для моего фасона. Обязательно, конечно. Что такое 20? Так, сейчас покажу, что такое 20. Сейчас. 20 это длина 15 плюс 5. 15 наши лямочки, 5 наша пройма. Получается 20. От 20 мы отняли 8, мы спускаемся вниз. И мы получили 12. Так, сейчас непонятен, может на повторе будет понятен. Да, конечно, не переживайте. Вы, когда будете делать все эти действия, точно так же было с регланом. Когда будете делать все эти действия за мной, вы все поймете. Так, дальше. Вот эта длина, она у меня постоянная. Я ее все время делаю 14 сантиметров. Та длина, которую мы вяжем просто вверх. Как правило, для любой девушки, для любого телосложения, эта длина вот прям идеальна. Та часть бедер, которую можно вязать просто вверх, она потом очень красиво, плавно получается. Я делю 14 на 2, то есть получается здесь 7 и здесь 7. В итоге что мы имеем? Наша ширина бедер 84, она делит вот эту 14 пополам. 7 сюда и 7 сюда. И теперь от 30 я отнимаю 7. 30 минус 7 и получаю 23 сантиметра. То есть та часть, которая у нас будет с прибавками от низа до вот этой части, когда мы будем вязать прямо, составляет 23 сантиметра. И точно так же от 20 я отнимаю 7 и получаю 13. Вот эта часть, когда мы будем убавлять, будет 13 сантиметров. Сейчас мы считаем все в сантиметрах, потом мы будем считать это все в рядах. Так. По-моему, проще постоянно мерить, чем это все высчитывать. Когда вы высчитываете, у вас работает голова, и таким образом вы сможете связать на любой размер. Мы уже должны все доску ей подарить со всеми прибамбасами для обучения. Так, слишком все сжато и запутанно и непонятно. Когда вы будете делать за мной эти все действия, поверьте, все будет понятно. С регланом было то же самое. И когда девочки смотрели эфир, все были в шоке. Когда они сели делать расчеты, оказалось, что у них все идеально сходится и все понятно. Если внимательно следить за ходом мысли, Саши все понятно. Да. Когда делать за мной, вот полностью все мои действия делать за мной, тоже все понятно. Так, и последнее, что нам осталось, это снизу, вот эта ширина. Как правило, эта ширина на 12 сантиметров уже, чем бедра. У меня бедра 84, от 84 я отнимаю 12. Давайте я даже запишу это другим цветом, потому что это нужно сделать обязательно.
84 минус 12, получается 72. 12 это у нас постоянная величина. На 12 сантиметров, как правило, юбочка должна быть уже при моей длине, то есть длина примерно до колена. Если вы сделаете юбочку шире, она не будет в обтяжку снизу. Если вы сделаете юбочку уже, то вы не сможете просто ходить. Я советую вам делать примерно на 12 сантиметров уже. Ну и сюда, конечно же, я ее запишу. Так, давайте зелененьким запишу. 72. Вот, отлично. Это все, что нам нужно сделать. Я понимаю, что это очень страшно, и это очень много всего, но на самом деле, когда вы сделаете эти расчеты, вам легко будет вязать вверх, вам легко будет вязать юбку. Когда вы будете сами уже рассчитывать все по вашим меркам, вы поймете, что вот эта табличка такая, не знаю, схема наша, она помогает вообще идеально. И если вы один вечерок потратите на то, чтобы вот это все нарисовать, записать, разобраться, где тут что 20, где тут 8, ну, принцип понятен, какие вам детальки нужно посчитать. Это, ну, в принципе, как я обычно говорю, включаете голову и считаете. Можно даже не по моим каким-то действиям посчитать, а просто понять. Это 15, высота проймы 5. Здесь нам нужно посчитать, сколько у нас длина под грудью и от груди до проймы. Опять же, если вы не будете делать прибавки в середине груди, как делала их я, то это вам не нужно. Вы можете просто посчитать длину от талии до проймы, и все. Я сейчас захожу в эти дебри, чтобы максимально все подробно вам объяснить, чтобы вы могли вязать любые фасоны. Если вы хотите себе упростить задачу, вы можете это все не писать. Но потом, когда вы будете делать расчеты, вы с расчетами справитесь в 2 раза быстрее, чем если бы вы делали это все без таблицы. Вязать будем по кругу. Я буду вязать по кругу, да. Тоже хочу вам показать, как делать все убавки. Но если вы будете вязать 2 деталями, делайте все то, что делаю я сейчас, но можете вязать туда-назад 2 деталями. Для А-силуэта вот это вообще ничего не надо в юбке. Если у вас такой же верх, как у меня, делаете все эти расчеты, а в юбке вам нужна только, получается, длина юбки, конечно же, да, что я не отметила. Длина юбки, конечно же, нужна, и обхват бедер, высота бедер, ну и вот я советую все-таки делать эту мерку от груди вниз. Это при условии, если у вас тут будут выточки, как у меня. Если у вас здесь выточек на груди не будет, это все не нужно. Я имею в виду, что деление нашего верха, деление на части, измерение длины под грудью вниз, потому что у вас здесь будут плавные прибавки от талии до подмышек, и вот этой вот всей мишуры просто не нужно будет. Можете себе задачу упростить, еще раз говорю. Ну что, теперь беремся за образец. Давайте я сначала нарисую свою схему. Я специально решила схему нарисовать. Давайте, наверное, вот здесь тетрадочки, потому что тут линеечки. Специально решила нарисовать схему прям при вас, чтобы вы понимали, что это несложно. Вы точно так же можете сами себе нарисовать свою схему и вязать по ней. Так, у меня 20 петель будет рабочих. Давайте я их сразу обозначу. И высоту у меня будет 12 рядов. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, отлично. И мне теперь нужно... Ой, ну 20 не буду рисовать, давайте 10 нарисую, если поместится, потому что раппорт моего узора это 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Кажется, нарисовала. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отлично. Вот такая у меня получается таблица. Я показываю свой узор, которым я вязала свое платье. Здесь у меня будут рядочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Рисую схему, если ее вязать туда-сюда лицевыми и изнаночными рядами, не по кругу. У меня верх
раппорт узора составляет 6 петель. У меня используются только лицевые и изнаночные петли. Ну, давайте мы лицевую будем обозначать красным плюсиком. Это лицевая. А изнаночную будем изображать, например, зеленым минусиком. Мой узор таков. Я вяжу резинку из лицевых изнаночных петель. Первый ряд. Второй ряд вяжу точно так же по рисунку. Третий ряд вяжу снова по рисунку. Резинку 1 на 1. Четвертый ряд также. Пятый также. Так, раз, два, три, четыре, пять. И шестой. Здесь у меня изнаночные петли. И дальше в седьмом ряду я начинаю, как при узоре рис, менять местами петли. То есть под изнаночными я вяжу лицевые, под лицевыми изнаночными изнаночные. И так 6 рядов. Так, сейчас я нарисую. И под лицевыми изнаночные петли. Я здесь рисую изображение своих петель, как они у меня выглядят с лицевой стороны. То есть вы прекрасно понимаете, да? Потому что я вяжу по кругу. Вы прекрасно понимаете, если вы будете вязать туда-назад, то здесь во втором ряду у вас будет наоборот лицевая, изнаночная. Вы вяжете по рисунку, какую петлю видите, ту и вяжете. Я отмечу раппорт своего узора, он у меня составляет 2 петли и в ширину в высоту 6 рядов. Вот раппорт. Вот эта часть моего узора, она повторяется многократно в моем изделии. Приветик, приветик. Так. Если вверх рукава присоединены будут регланом, какие тогда основные расчеты? Реглан это вообще совершенно другая тема, и я вам все-таки советую тогда вязать это платье сверху вниз или снизу вверх, но по моему видео, по моим двум другим видео. У меня есть отдельное видео там про платье. Ой, про свитер, извините, про свитер регланом снизу вверх, отдельное полуторачасовое видео. А есть целый цикл видео, когда мы вязали платье в прямом эфире регланом сверху вниз. И вот я вам советую там все-таки вязать, смотреть эти видео и вязать по этим видео, потому что я не хочу сейчас точно к реглану возвращаться. Так, когда пишешь фломастером, все четко, а ручкой размыто. Ага, хорошо, спасибо, буду фломастером. А так все очень подробно, не каждый согласится в прямом эфире все объяснять. Спасибо, спасибо вам тоже. Богиня, Саша крута. Спасибо, девочки, спасибо. Мы уже много с вами общаемся. Сейчас еще свяжем образец и готово. Вот моя схема, я ее нарисовала, сейчас давайте вязать. Как я вяжу образец? Ой, сначала мне нужно взять спицы. Сейчас я свяжу образец спицами одним номером, но сразу вам скажу, перед тем, как вязать образец, я попробовала связать как минимум 2 разными диаметрами спиц, для того, чтобы убедиться, подходит ли моя пряжа к этому номеру спиц. Я вот честно скажу, я связала на четверке на 4,5. Мне показалось, что на четверке мой образец гораздо лучше. Петли плотнее, красивее, короче, я выбрала спицы номер 4. Сейчас же я хочу показать вам, как я этот образец вяжу. Пряжа у меня Нака Калико, я уже много раз про это рассказывала. Вязала я свое первое платье из вот такой пряжи, цвет бирюзовенький какой-то, да, номер 3792. Вот эта пряжа. Здесь советуют спицы 4-4,5, но вот мне подошел номер 4. 50% хлопок, 50% акрил. Сейчас я выбрала вот такой какой-то цвет. Он вообще не передается, честно говоря, на экране. Может быть, я его еще поменяю, не знаю. Все, у меня уже горло садится. Для образца из таких тоненьких ниточек я набираю 22 петли. 2 петли у меня будут кромочные, 20 рабочих. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ой, последнюю что-то я запорола.
Сейчас, 22. Считаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ой, блин. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Набрала. Набираю самым обычным способом, вообще не заморачиваюсь. Что я вяжу? Первый ряд у меня изнаночный. Он, кстати, уже у меня будет второй. Потому что первый я учитываю как наборный. Вяжу изнаночную, лицевую. И так далее до конца ряда. Я сейчас провяжу совсем чуть-чуть, с вами поболтаю. И на этом закончим. Так, изнаночная, лицевая. Как делать влажно-тепловую обработку образца? Это я рассказывала, кстати, при вязании свитера регланом, но сейчас тоже расскажу. Мы просто в тепленькой водичке замачиваем образец. Тепленькая — это когда рукам немножко прохладно. Не закидывайте образец в горячую воду, когда вам неприятно. И не стирайте образец просто под холодной водой, тоже ничего не будет. Тепленькую водичку набираете, немножко замачиваете там образец, выкладываете его на второй ряд, я вяжу по рисунку. То есть это у меня уже третий лицевой ряд, потому что первый ряд я беру за наборный. Здесь могу даже отмечать, связала я эти и вяжу третий. Немножко подержите в теплой воде образец, выкладываете на горизонтальную поверхность на полотенце. Не нужно его ни выкручивать, ни отжимать, вот просто разложили ровненько, и пусть он у вас аккуратно сохнет. Не пытайтесь его как-то подрастянуть или подстянуть. Он должен совершенно в спокойном состоянии у вас сохнуть, тогда высохнет как раз как надо. Изнаночный ряд вяжу точно так же по рисунку. Отмечаю я его снова на своей схеме. Вяжу я классическим способом, кстати, потому что много вопросов. Так. Раппорт, разве раппорт в высоту не 12 рядов? Да, кстати, девочки, если говорить о вот этой смене, о смене наших петель, то да, он тогда будет 12 рядов. Вот такой. Так. Не, если говорить, ну, как бы, если говорить серьезно и правильно, то раппорт 12 рядов состоит. Просто потом петли меняются местами, поэтому я, когда вяжу, я учитываю, что мне вот на 6 рядах нужно остановиться, например, да, чтобы у меня платье, к примеру, предположим, платье хорошо закончилось, не на середине где-то, то я слежу за тем, что один блок у меня 6 рядов, поэтому я сейчас также отметила. Вообще, да, если говорить правильно, то, конечно, раппорт 12 рядов. И 2 петли в ширину получается, потому что раппорт — это та часть, которая повторяется. Здесь мы повторяем вот эти 2 петли до конца, сколько поместится, а вверх мы повторяем вот эти 2 смены, что ли, да, 2 смены наших лицевых и изнаночных, потом следом снова будет вот эта наша первая часть, первый блок. Так. Вяжу 5-й ряд лицевой. Сейчас свяжу 6-й, у меня будет смена петель. Ну, в общем, образец вы так оставляете свой на горизонтальной поверхности на полотенце и не трогайте его, пока он не высохнет. Связала. Когда он высохнет, я покажу, как его измерять, потому что мой-то тоже еще не прошел влажно-тепловую обработку. Насчет того, стоит ли это вообще делать, да, обязательно стоит, потому что если у вас пряжа меняется после стирки, то ваши изделия вы свяжете по неправильному образцу, вы потом после стирки наденете на себя совершенно другое платье, совершенно другого размера. Так, нужно отметить. И чтобы убедиться, что у вас пряжа либо не меняет свои свойства, свою ширину, длину, либо наоборот меняет, вам обязательно нужно делать влажно-тепловую обработку образца. Тогда вы прекрасно будете осведомлены, как себя пряжа ведет, и расчеты будете делать уже учитывая тот момент, что пряжа у вас ну, поменяет свои свойства и немножко может вытянуться в длину, например, да, образец в длину вытянулся, значит, изделие у вас вытянется в длину, и вы с учетом этого уже будете делать свои расчеты.
У меня 7-й ряд, теперь над изнаночными петлями я вяжу лицевую, над лицевой изнаночную. Вообще длину вот этих вот блоков можно менять, можно 4 ряда сделать. Можно, если вы сделаете 2 ряда, то это будет прям рис такой, знаете, двойной. Если вы сделаете чуть подлиннее, у вас будут длинные такие полосочки, и этот узор реально будет вытягивать. Чем длиннее вот этот блок, тем длиннее будут полосы, и визуально будет вытягивать ваш силуэт, вашу фигуру. Ну, я вязала несколько образцов, мне вот этот вот 6 рядов понравился больше всего, поэтому я остановилась на нем. И вот вам его и показываю. Переворачиваем здесь 8-й ряд, я снова вяжу по рисунку. Здесь у меня уже он начнется с лицевой петли. Так, сейчас я почитаю. Кромочную одну снимаешь, последняя лицевая. Да, последнюю я вяжу лицевой за заднюю стенку, но первую, кстати, снимаю нить перед петлей. Но это не имеет значения, если вы привыкли вязать изнаночную последнюю, и у вас получается, ну, кромка получается из красивой елочки. Не имеет значения, каким способом вы вяжете последнюю. Я последнюю люблю вязать лицевой, мне так удобнее. До стирки надо считать. Я до стирки не измеряю свой образец, не вижу в этом смысла, честно говоря. Хотя многие советуют образец измерить просто для того, чтобы знать, поменяет пряжа свою ширину, длину изделия, да, после стирки или не поменяет. Мне, в принципе, и так уже видно, после того, как я образец постираю и его высушу, мне и так уже видно, изменился он или нет. Если значительно измеряется пряжа после ВТО, изменяется, то и образец, поверьте, на глазах увидите, что образец у вас изменился так конкретно. Вот. Я поэтому измеряю образец после влажно-тепловой обработки. До уже ничего с ним не делаю. Расчеты все после ВТО, конечно, обязательно. Так, дальше у меня 10-й ряд. Сашенька, подскажите, связала узор, планирую его вязать со стороны спины от верха до низа до подола, и внизу у подола получается V-образный низ. Как обработать край юбки низа, чтобы рисунок не деформировал низ? Да, бывают такие узоры, которые автоматически кромку низ делают такой волнистой, что ли. Но вам нужно либо это учитывать и потом довязывать все. Так, ну, довязывать вы понимаете, да, по чуть-чуть. Если у вас вот такой вот низ получается, вам нужно, как бы вам это правильно сделать, скорее всего, даже крючком обвязывать потихоньку. Либо вам нужно сразу уже изначально набирать петли, вязать с учетом того, что у вас будет волнистый край, вязать, ну, что-то такое. Но, в принципе, я считаю, что не стоит делать край ровным, если узор так видоизменяет кромку, то, ну, это особенность узора, и просто смириться и радоваться, что ли, если можно так сказать. Я, например, люблю, когда такой получается край. Может быть, кто-то что-то подскажет, как это исправить. Может быть, у кого-то был такой опыт, пишите. Девочки, всем удачи, ровных петелек, спасибо. Я поэтому и спрашиваю, меня учили и до, и после считать, после ВТО-то лучше. Пожалуйста, измеряйте и до, и после, если вы хотите узнать, деформируется ли ваше вязаное полотно после стирки. Я бы посоветовала крючком укрепить первым рядом столбиков без накида снизу. Одним рядом, одним рядом. Можно крючком обвязать. Кстати, чаще всего такие штуки крючком и обвязываются, потому что крючок более мобильный, что ли. Крючком можно сделать больше всяких штук, чем спицами. Ну вот почему-то я всегда так считала. Ну что, вот мой образец. Советую вам еще, сейчас я не буду это делать, советую вам еще связать, если вы будете вязать моим узором. Связала я, смотрите, вот. Получаются такие полосочки. Советую вам еще связать, ну вот, не знаю, сантиметров 10, чтобы вверх получилось. То есть еще как минимум один раппорт, можно даже еще 3-й раппорт связать, закрыть петли и тогда сделать влажно-тепловую обработку. Чем больше у вас образец, тем точнее будут расчеты. Я всегда набираю 22 петли, мне этого достаточно бывает, но
Если вы новичок в этом деле, то все-таки свяжите образец побольше. Что за ниточка? Пряжа на Кокалико, я об этом писала много уже на своей странице в Инстаграме. Ну что, смотрите, мы почти уложились за час. Я прям очень рада. 1:09. Сейчас я камеру все-таки поменяю, чтобы с вами, наверное, попрощаться, да? Так. Вот она я. Сейчас я спущу телефон. Если делать выточки, то как сделать так, чтобы рисунок не сбился? Об этом будем еще говорить с вами, конечно же. Потому что я же связала. Так. Я же связала, и я буду... О, отлично. Связала, и я буду про это еще рассказывать обязательно. Я ж не могу бросить вас так вот прям и сказать, что разбирайтесь с этим сами. Ну что, в общем, очень насыщенный был урок, потому что образец нужно закрыть обязательно. Конечно, я его еще довяжу все-таки, потому что вот такого образца мало, это совсем маленький клочочек. Но я обязательно показала, вернее, вам, как вязать образец, как вязать мой узор, я это обещала, я показала свою схему узора. Вот, вяжите, если вы хотите вязать таким же узором. Советую провязать еще вверх как минимум 1 раппорт. Я провяжу, скорее всего, 2 раппорта. Время пролетело очень, да. Носки хорошо. Носки хорошо. Саша, спасибо, как будто самолет конструировали. Девочки, всем удачи. На самом деле это было очень похоже с регланом, потому что когда я объясняла, как я делаю расчеты по реглану, у всех были вот такие глаза, особенно когда девочки начинали делать расчеты, они говорили, у меня ничего не сходится, я ничего не понимаю. И когда все-таки все сходилось, они говорили, да, я сделала это не зря, потому что я разобралась абсолютно в конструировании, да, если можно так сказать, своего свитера, и теперь я смогу на любой размер, с учетом любых особенностей, связать правильный свитер. Поэтому советую вам все-таки сесть, сделать все те шаги, которые сделала я, и тогда вы точно разберетесь. Если вы хотите просто связать платье на себя и забыть, то это одно. Вы можете вязать, ну, знаете, по мастер-классу набрать 40 петель, вязать вверх 30 рядов, затем делать такие-то убавки. Я же советую вам сначала научиться разбираться, что ли, разбираться с тем, как на любой размер, как на любой фасон связать, неправильно, да, говорю, на любого размера, любого фасона связать идеальное платье. Вот, и вот эти вот те самые шаги, о которых я сказала, они как раз вам помогут это сделать. Девочки, которые на интенсиве у нас, которые вместе со мной вяжут платье за 3 недели, я тут задумала, может, не 2 платья связать, может быть, не знаю, потому что не могу с цветом определиться. Те, кто со мной в интенсиве вяжут вместе, вам нужно вот эти задания. Первое задание – снять мерки. Второе задание – нарисовать вот такую таблицу, где вы отметите, сделали вы какие-то прибавки к меркам или не сделали. Если вы не сделали, у вас будет просто один столбик, как у меня, и больше ничего. Если вам нужны какие-то прибавки, то вы, значит, пишете мерки свои, и рядом мерки те, которые уже будут в платье использоваться. То есть вы прибавляете какое-то количество сантиметров. Дальше, второе задание. Вам нужно нарисовать схематичное изображение вашего платья. Вот так примерно. Смотря какой у вас фасон, на отдельном листочке нарисуете. Все мерки, которые вы измерились, которые вы получили, вы вписываете сюда. Можете прям большой рисунок, да, нарисовать, потому что у меня телефон маленький, камера маленькая, и мне приходится вот так мельчить, что вам ничего не видно. Но я это все скину вам обязательно, девочкам из интенсива скину наш закрытый профиль Инстаграма, эту информацию, эту фотографию. Нарисовать свое платье вот таким образом, вписать все нужные мерки. Если у вас платье, как у меня, то сделайте вот такие еще дополнительные расчеты, которые вам помогут дальше, в дальнейшем делать правильные расчеты. Сделайте это. Если у вас платье какого-то другого фасона, то в зависимости от вашего фасона, я говорила, какие мерки еще нужны, точно так же все впишите. Это нужно сделать обязательно.
Просто доверьтесь мне, если вы это сделаете, вам потом будет гораздо проще, чем вы с вот этой таблицей будете делать расчеты, очень запутаетесь. Сюда вы глянули, вы поняли, в каком месте какая ширина, какая длина, потом будет очень легко, поверьте. И третье задание – это связать образец, сделать его влажно-тепловую обработку, и все, и быть готовым к расчетам. Ну, и обязательно мне скинуть фотографию ваших мерок, фотографию вашей вот такой вот картинки, непонятные на первый взгляд, и фотографию вашего образца. Также советую вам обратить внимание на то, какую пряжу вы выбрали. Тоже, в принципе, можно мне об этом написать. Обратить внимание, я это говорю к тому, что чем пряжа тоньше, тем больше на нее уйдет работы. Если вы вяжете спицами 2-2,5 мм, вы будете вязать дольше платье, чем если бы вязали спицами 5 мм. Вот, поэтому можно сейчас еще подумать, может быть, даже что-то переиграть, если вы сомневаетесь. Вот, но у многих, знаю, уже готовые образцы, и многие уже, ну вот, абсолютно готовы к тому, чтобы начинать вязать. Уже многие сделали влажно-тепловую обработку, многие выбрали узор. Кто ничего еще не выбрал, ничего не понимает, вяжите как у меня. Можете, если вам тяжело рассчитывать вот эти все верхние выточки, юбку, можете вязать просто прямое платье без выточек на груди. Тогда вот эти расчеты верхние, которые я там крутила-мутила, вам не нужны. Ну, я думаю, вы будете смотреть повторы, будете понимать, что надо, что не надо. Так. Первый раз пишу вам в прямом эфире. Спасибо за это уже. Огромное спасибо за свитер регланом сверху. Платье вязать не буду, но с удовольствием посмотрю на ютубе. Спасибо вам. Саша, образец замерять как-то надо. Образец будем замерять после влажной тепловой обработки завтра. Если вы хотите как можно быстрее сделать свои расчеты, то как можно быстрее свяжите образец. Вы даже можете его вязать до вот этих всех манипуляций. Свяжите его сейчас, положите, пусть он сохнет до завтра у вас, чтобы завтра он у вас уже был готов. А все вот эти вот мерки и все остальное вы можете сделать после. Такими темпами у нас у всех будет вязальный гардероб благодаря нашей Саше. Ну, я буду очень рада. Саша, благодарю за урок, замечательное начало. Спасибо. Как измерять образец, я завтра расскажу. Он у меня еще не высох, то есть даже не намок, я даже его еще не довязала. Когда он у меня будет полностью готов, я сантиметровую ленту возьму, я его измерю и вам напишу. Да, мастер помогает другим стать мастерами. Спасибо. Спасибо. Сашенька, спасибо тебе, что учишь нас так подробно разбираться в выкройке. Я очень надеюсь, что девушки, которые сделают все эти манипуляции, потом в конце они поймут, что они... Ну, то есть вы поймете, вы же меня смотрите, вы поймете, что все, что вы сделали, вот эти все заморочки, вот эту всю белиберду, то это только улучшило, что ли, не улучшило, увеличило количество ваших знаний, количество ваших навыков по вязанию любого изделия. Почему я стала вязать платье? Потому что платье можно разделить пополам, связать кофточку, можно связать юбочку, можно связать платье широкое, прямое, можно верх связать такой самый обычный. Я выбрала такой сложный фасон платья, чтобы на нем вам рассказать абсолютно все. Можете ее переделать схему, чтобы лучше размеры было видно. Да, я могу ее перерисовать крупненько, да, сфотографировать и выложить. Да, конечно. Возьмите меня. Кто хочет в интенсив, пишите мне в директ. Сашенька, спасибо тебе, ты волшебница, твои знания – это богатство. Спасибо тебе за такую возможность. Спасибо большое. Сашенька, сколько пряжи у вас ушло на платье? 300 грамм. Саша, ты ж фея, в твоих эфирах происходит волшебство цифр и петелек, спасибо. Какая чашечка красивая. Ой, спасибо, уже пошла тема другая. Саша, спасибо, все подробно и понятно, пойду мерки снимать. Отлично. Девочки, которые в интенсиве и которые не в интенсиве. В интенсиве, блин, сложное такое слово. Можете мне писать вообще в любое время, я буду стараться отвечать максимально быстро, все время там в Viber захожу, смотрю, пишите Viber. Вот, а те девочки, которые не в интенсиве, вы точно так же можете мне писать в директ. Конечно же, я не в первую очередь смогу отвечать, потому что очень много вопросов, поверьте.
Вот, я по мере, что ли, появления свободного времени буду вам отвечать. То есть, если что-то непонятно с вот этой белибердой, скидывайте мне свою вот такую белиберду и пишите. Я не понимаю, как вот это сделать. Будем с вами вместе решать, серьезно. Потому что я очень хочу, чтобы каждый, кто смотрит это видео, кто пытается сделать со мной те же самые действия, чтобы у вас все получилось. Так. Спасибо за эфир, но я опоздала. Кстати, записи эфиров будут еще в Инстаграм висеть. Если хотите, можете и там смотреть. Потому что в Инстаграме камера другая и гораздо четче. Но этот эфир будет 24 часа всего лишь. У меня идея появилась. Я, как всегда, фантазер. Скину тебе в директ, когда сделаю. Ой, Вика, отлично, спасибо. Какой метраж вашей пряжи? 245, по-моему. 245 метров, 100 грамм. Все, девочки, прощаемся, час 19. Ну, 10 минут я уже болтаю, час 10. Примерно мы в час уложились, отлично. Да, видео обязательно будет на ютубе, я сейчас его буду выкладывать. Через полчаса, думаю, уже будет там. Фотографию вышлю, тоже в этот, как его, в сторис могу тоже выложить. Сейчас я перерисую красиво это и выложу. Вроде все. Если есть вопросы, пишите, не стесняйтесь, будем разбираться вместе. Самое главное, снимите мерки. Те девочки, которые не в интенсиве, вяжут сами. Нарисуйте вот эту штуку, можете даже без этих всех дополнительных расчетов. Просто впишите свои мерки, свяжите образец и ждите завтра. Завтра будем делать расчеты юбки. На ютубе будет обязательно. Саша, спасибо большое, пойду тоже снимать мерки и конструировать на бумаге. Отлично. Отлично. Сашуля, спасибо тебе большое. Как всегда, все очень понятно. Мерки сняла заранее, так как будущая хозяйка платья уехала отдыхать. Это я вам писала, да? Вернее, вы мне, а потом я вам. Сегодня буду заниматься домашним заданием с пряжей и фасоном. Все, спасибо вам большое, девочки. Я надеюсь, у всех все получится. Для девочек с интенсива это задание выкладываете вы мне до 28 числа включительно. То есть вы можете мне прям вот вечером выложить. Можете в любое время, но до 28. У вас есть вечер сегодня, весь день завтра и весь день послезавтра. Думаю, что можно с этим справиться за 2 дня, будем так говорить, да, потому что сегодня уже, в принципе, не считается. Мерки вписывать с учетом свободного облегания. Да, сюда вы вписываете мерки уже не мерки даже, размеры вашего платья с учетом свободного облегания. Поэтому я советую вам такую таблицу записать. Ваши реальные мерки и размеры платья со всеми прибавками. Да, здесь наши реальные размеры платья, те размеры, которые мы будем воплощать в жизнь, вязать. Онлайн-школа, точно. Все, прощаюсь, спасибо вам, до завтра. Завтра будем делать расчеты юбки. Там ничего сложного, я сразу вас не пугаю. Но мне кажется, что, реально ничего сложного. Видите, у меня, например, уже есть вся длина в сантиметрах. 23 сантиметра нам нужно расширить. Дальше 14 сантиметров провязать прямо и 13 сантиметров сузить. Все. Обхват бедер мы знаем, обхват талии мы знаем, ширину снизу мы знаем. Это, элементарно, вы сами уже можете посчитать, я вам серьезно говорю, потому что кто со мной вязал реглан, тот примерно понимает систему моих расчетов. Сами можете это сделать и уже начать вязать юбку. Юбку вязать легкотня. У кого прямое платье, тот вообще измеряет обхват бедер, набирает количество петель по обхвату бедер и вяжет вверх. Все, много я уже говорю. Спасибо всем большое. Завтра в 21:00 по Москве следующий эфир. Запись этого эфира сейчас выложу на YouTube. Все, пока. Спасибо вам всем, спасибо за поддержку. Завтра постараюсь в час уложиться, никого не задерживать. Все, пока.